Вы задумывались когда-нибудь о том, что женщине следует скрывать от своего мужа? Ведь люди ошибочно часто путают, что как будто чем больше открыты мы будем друг другу, вот нужно тотально доверять и тотально все рассказывать, тем крепче будут наши отношения. Между нами не должно быть вообще никаких секретов. Нужно жить душа в душеньку. На самом деле вот эта фраза «жить душа в душеньку», она выдает скрытую проблему. И проблема в том, что человек, который хочет так, вот прям все вываливать партнеру, это человек, который хочет очень сильного слияния. Такого слияния, как хочет ребенок с мамой, потому что природно это необходимо. Да, и если в детстве с мамой, с папой не было достаточной близости, тепла, принятия и вот этого необходимого детям слияния, то люди часто ошибочно идут в отношения уже взрослые с этим желанием слиться с партнером тотально, стать одним целым или двумя половинками, собственно, одного целого. Поэтому давайте здесь прям по шагам расскажу, какие же вещи стоит держать своими личными, в своем личном секрете и не обсуждать с партнером, чтобы не стать для него прочитанной книгой, чтобы оставалась какая-то интрига. И эта интрига – это признак здоровых отношений, да, когда у вас остается достаточно много личного, лично вашего. Чем это хорошо? Тогда проблем в отношениях будет меньше, вы меньше будете путаться ролями, вы меньше будете хотеть от партнера этого тотального слияния, потому что оно невозможно. Вы можете его хотеть, да, но там всегда будет разочарование, потому что это то, что в реальности невозможно. И в отношениях, где вот это тотальное слияние, люди стремятся к нему и максимально много сливаются, все друг дружке рассказывают и считают друг друга половинками одного целого, там, как правило, пропадает секс, потому что хотеть партнера, с которым ты полностью слился, физически невозможно. Так устроена сексуальная часть человека, что для того, чтобы хотеть, нужно умело отдаляться, чтобы заново встречаться, потому что секс – это, конечно же, акт очень большой близости. Итак, по пунктам. Что я рекомендую женщинам держать личным секретом? Первое – это ваши банковские дела, ваши деньги, ваш банковский счет. Мужчине лучше не знать, сколько у вас конкретно денег. Чтобы продолжать видеть в вашем мужчине взрослого, да, чтобы вы продолжали общаться из позиции взрослый-взрослый и реже попадали в позиции, когда женщина становится мамкой, мужчина занимает роль ребенка, или наоборот, мужчина становится папиком-папкой, а жена становится как бы дочкой, которая хочет очень много заботы, как должен был бы папа заботиться о девочке в детстве. Вот чтобы меньше путаться по этим ролям, держите свои денежки в своих личных делах. Деньги зарабатывают только взрослые. Все, что касается денег, это обычно из нашей взрослой части происходит. Поэтому если вы будете по-взрослому серьезно относиться к своим делам, денежным, считать свои деньги, желательно самой их зарабатывать. Это на самом деле необходимо. Выбор, конечно, каждого, но чтобы быть психологически зрелым, отдельным, чтобы заявлять о своих потребностях, нужно быть самостоятельным. И финансово обязательно тоже. То есть все свои денежные дела – это вот ваше личное, никого туда не пускайте. Никто не должен знать, сколько у вас денег. Иногда я встречаю такие истории, да, что взрослые по возрасту люди, там, например, 28, 35, 40 лет, зачем-то рассказывают полностью все, вот как бы смотри, читай меня, да, сколько у меня в банке, в каком, где денег, на каком счету, сколько я зарабатываю, сколько я трачу, смотри выписки с моих счетов. Они показывают это своим супругам или своим родителям, да, что является, конечно же, автоматически попаданием в детскую позицию. Это ребенок отсчитывается за деньги, за вот я, мама, копеечку нашел, да, или мама, дай мне эту копеечку, или мама, смотри, какой я богатенький, я там несколько монеточек насобирал. Это все очень-очень по-детски. Следующее. Держите в ваших личных делах ваш телефон и ваши переписки, например, по e-mail, почте. Опять-таки, это ваше личное пространство. Даже если у вас там нет, казалось бы, никаких суперважных секретов, вы там не прячете какого-то любовника или мужчину-любовницу,
Ничего плохого не замышляете и скрывать, казалось бы, нечего. Все равно это ваше личное пространство. Это поможет вам держать верный баланс, где есть я, а где есть мы. Потому что как только вы открываете все свои переписки, пускаете туда вашего партнера, например, он может, например, в каких-то отношениях это типа норма взять и читать телефон жены, да, или наоборот, то вы делаете эту часть «мы». А где тогда вы сами останетесь? Третий пункт, их будет всего 4. Ваши прошлые отношения. Какими бы они ни были замечательными, великолепными, как ваш прошлый партнер не был бы в чем-то хорош, и иногда может хотеться подколоть нынешнего тем, что, а вот знаешь, а прошлый делал это лучше. Или наоборот, может быть, прошлый был в чем-то очень плох, обижал вас, плохо к вам относился, и тогда может быть желание прийти к нынешнему партнеру и сказать: мне было там так плохо, меня так обижали, он был такой плохой, а я такая хорошая на фоне него. Никогда этого не делайте. Поймите, что если вам хочется очень сильно этим поделиться, значит, это важно. Значит, есть потребность проговорить это. Значит, нужно дать себе такую возможность, но выберите для этого верно подходящего человека. Человека, которого вы назначите на какое-то время на роль условно мокрой жилетки, да, то есть куда вы сможете принести ваши чувства, проговорить это, создать историю таким образом в своей голове. То есть потребность эту нужно реализовать. Но не нужно делать из вашего партнера ни в коем случае человека, который будет слушать про ваши прошлые отношения, ни хорошее, ни плохое. Почему? Когда вы рассказываете про прошлые отношения вашему нынешнему партнеру, вы пускаете его туда. И опять-таки вас становится там 3. Вы как будто берете туда свидетеля. Вот зачем оно надо. Человек туда войдет явно не с позиции помогать и защищать вас или учиться у вашего прошлого партнера, чтобы сделать получше. Он туда зайдет со своим интересом, естественно. Послушать, сделать выводы. А какой вы человек? А как вы строите отношения? А что от вас можно ожидать? И мозг дорисует ненужные картинки. Признак взрослости, психологической взрослости – не рассказывать о своих прошлых отношениях. То есть формально упоминать, конечно, можно и нужно, это как историю. Там, я встречалась там, с тем-то, вот он коротко такой-то, столько-то лет, столько-то времени пробыли вместе, но какие-то, знаете, сентиментальные, чувственные детали, да, когда вы уже даете оценку ситуации, когда вы рассказываете про свои чувства, это не нужно. И последний, 4 пункт. Для женщин. Женщины, о своих женских каких-то болезнях или около женских говорить мужчинам не нужно. Мужчина хочет и должен видеть в вас сексуальный объект, потому что на этом строятся отношения. Это, конечно, не единственное, далеко не единственное, да, но это один из условно 3 китов, на чем держатся отношения. Потому что если вы не будете для мужчины сексуальным объектом, отношения могут просуществовать долго, как показывает практика многих людей, но счастья там не будет. Чтобы мужчина вас хотел, вы должны быть для него сексуально привлекательны. И, конечно же, женщина, которая рассказывает о молочнице, или о герпесе половом, или о геморрое, или о какой-то непонятной ему миоме в груди, она автоматически не будет уже так сексуально привлекательна. Мозг такая штука, что он даже без нашего ведома за нас все просчитывает. И если мужчина будет слышать о ваших каких-то половых болезнях, пусть даже временных, пусть даже нормой, ну, например, ни для кого не секрет, что у женщин может быть иногда молочница просто из-за того, что они выбирают неподходящие им прокладки. Казалось бы, здесь нет ничего ни в коем случае грязного или плохого. Это просто неправильный выбор средства гигиены, причем не то, что неправильный, индивидуально неподходящий какой-то женщине. Да, но мозг мужчины бессознательно может соотнести это с темой нездоровья. Как только мы в другом человеке видим признаки нездоровья, наш мозг начинает нас защищать, программа выживания. Не приближайся близко к тому, кто не очень здоровый. Поэтому держите это при себе. Конечно, если вы пара, живете много лет вместе, у вас, может быть, даже есть какое-то сексуальное расписание. Это нормально для пар, особенно со стажем. Часто это вообще палочка-выручалочка, чтобы семейная жизнь продолжалась сексом, да. И тут вдруг вы не можете, у вас вот есть какая-то такая причина.
Как быть? Скажите, что у меня по-женски сейчас заминка. Это личное, я тебе рассказывать не буду. Это мои женские дела, секретики, да. Но мне вот столько-то дней нужно на то, чтобы заняться своим здоровьем. Со мной все в порядке, не волнуйся, я справлюсь, да. Мне нужна такая, как бы это красиво-то назвать, в общем, мне нужен период восстановления. Да. Придумайте какую-то красивую фразу для этого. Мне нужен такой период восстановления, привести себя в порядок, все в порядке, не переживай, но не говорите подробности. Женщина. Конечно, подождите, если мы говорим о каких-то серьезных вещах, что женщине, может быть, операция вообще угрожает, и, например, маленькие дети дома, и тогда мужу придется ее подменять. Естественно, то, что является сильным стрессом и турбулентностью для всей семьи, тут, конечно, нужно посвятить мужа 100% в эти дела, потому что он будет вашим помощником, он будет брать часть семейных дел на себя, да. Но если это какие-то вот такие мимолетные вещи, где вы сами справитесь, то психологическая взрослость, да, оставаться психологически взрослой, это не рассказывать партнеру детали таких моментов. Я заканчиваю это видео. Если у вас есть какие-то комментарии, вопросы, инсайты, вы хотите чем-то поделиться, пожалуйста, пишите внизу в комментариях. Приглашаю вас. Я общительная, всем обязательно стараюсь ответить, потому что очень ценю, когда вы пишете. Я благодарна вам и с радостью вам всем отвечаю. Подписывайтесь на канал, поставьте мне, пожалуйста, жирный лайк, если вам это видео понравилось. Оно было структурным, я надеюсь, что полезно многим. И до встречи в следующих видео.